Не знаю, как пришла эта идея. В общем, я решила в октябре. Почему меня сейчас поднимают на эмоции? Venus Academy. Она была просто домохозяйкой, и у нее было такое состояние, что она уже думала либо его задушить, либо себя, в общем. чемоданчик. Чемоданчик. Привет, ребята. Это не эмоциональное видео, но на самом деле сам период сейчас в моей жизни, он эмоциональный. И действительно, это не спойлер, я действительно ухожу, так сказать, в новую жизнь. С этого апреля этого года я поступила в колледж, японский колледж, и я буду изучать косметологию, эстетику. Сегодня мой первый день будет в школе, я не знаю, чего ожидать. И я бы не сказала, что я волнуюсь и переживаю, но, конечно, немного... Не знаю пока еще, куда меня ведет дорога, но я очень рада, что я пришла к этой идее. Вот ребята все, которые были со мной давно в YouTube, знают мою ситуацию, личную именно. И так, немножко уже пробивает на слезы на самом деле. Ну, я просто поняла, что в прошлом году все видели мои эмоции, вот такое настроение на волне постоянной. И я почувствовала, что все, ну как бы я работаю в японской компании 5 лет, и мне, ну в этом году уже будет 35. Для меня 35 это, ну, это половина вашей жизни прошло. Вы смотрите назад, а что вы сделали, или вообще, что будет в будущем. Я почувствовала, что там нет потолка, у меня изначально никогда не было на самом деле цели карьеры в моей жизни. Я человек, который просто постоянно хочет не чтобы развивать, а открывать для себя пути. Я не хочу работать на компанию всю свою жизнь, я хочу проводить время с семьей, но я хочу быть независимой финансово. Что мне не хватает больше самореализации в моей компании, в моей работе, и я хочу уйти более в свободное плавание. Мне нужен какой-то новый уровень в моей жизни. И так пришла идея пойти учиться. Я такой человек, который постоянно учится. Многие могут сказать, что я где-то selfish, эгоистична. Но я не могу, если у меня нет удовольствия как бы самой собой, гармонии, счастья самой с собой. Я просто не могу дать просто свое сияние, улыбку близким мне людям, если я просто сама по себе не счастливый человек. Я даже не знаю, как эта идея пришла. Я не знаю, почему меня сейчас пробивает на эмоции. Не знаю, как пришла эта идея. В общем, я решила в октябре найти школу. Искала разные школы, даже нашла Шисейдо школу, но мне не понравилось, что там, знаете, чисто по-японски нужно приходить в 8 утра, то есть до 8, 8 там чисто японский поклон, приветствие друг другу. Мне хотелось найти школу такую более современную, но чтобы она была японская, ну, естественно, я в Токио, я в Японии, она, естественно, будет японская, но мне хотелось, чтобы она была более такая модернизированная, чтобы был какой-то вот сплэш, как сказать, стыковка и японской культуры, японской древней косметологии, но также каких-то новых трендов и веяний. И еще, чтобы это было недалеко. Я человек и занятый, и у меня быстро расходуется энергия, быстро устаю. И нашла школу, вот она, Venus Academy. Это школа, колледж, искусство, ну то есть все о стилистике, то есть фэшн, одежда, мейкап,
волосы, стрижка, укладка, и еще входит косметология. Ну, в общем, эстетики, да, искусство, эстетики и так далее. То есть наружное, но и внутреннее. Вот куда входит курс косметологии и эстетики. Оставлю ссылку, кому интересно. Пока точно не знаю, насколько глубоко мы будем это изучать. Может быть, да, диетологию, может быть, питание будем изучать. И еще, например, ингредиенты, входящие в состав косметики. Вот это мне тоже очень интересно. Там более анатомию. Но сегодня я иду, первый день, поэтому я вам обязательно отговорюсь на видео после того, как уроки закончатся сегодня же. Прикол, сейчас, перед тем, как я выйду, я вам хочу показать коробку, которую вы сейчас видели, которую мне притащили. В общем, единственное, пришлось купить учебники самой книги и тогда, поэтому в шоке, что они положили в эту коробку. Я подумала, коробка придет, ну, максимум вот такая, там, с 10 учебниками, да, но все равно, ну, не вот такая вот огромная коробка, которая сейчас была. Давайте я вам покажу сейчас, что вообще интересно. Я толком сама еще не открывала, для вас специально держала. Я даже не могу ее поднять. Так, открываю вместе с вами. Первое, что тут идет, это полотенце. Ну, видно, это нужно стелить будет на кушетку, где мы будем делать процедуры или еще что-нибудь, я так думаю. О боже, что это? Смотрите. Вот, кстати, название школы, то есть название академии, колледжа Вильнюс Академия. Академия Венеры, так можно сказать. Смотрите, я поняла. Это чемодан на колесиках. Все, я поняла. Там нам дали список и написано, что принести. И что, получается, мне нужно каждый раз ходить с этим чемоданом в школу, да? Как будто я в командировку езжу. Получается так. Если будем делать, наверное, какие-то процедуры, ну еще плюс коронавирус с очками. Это написано массажное масло. Это лосьон, значит, ну, на японском написано. Ароматерапия. Роза, вот, гераниум. Маски. Спонжи, значит, спонжи сразу. Видите, в Японии как? В Японии такого нету, чтобы купить итог, вот вам список. В Японии с вас содрут в 5 раз дороже, но зато здесь все по-человечески. Здесь все всегда готово для человека, все удобно, все предусмотрено. Правда, придется платить 5 раз больше. Подразумеваю лосьон и так далее, все нужно разложить по тюбам, чтобы носить каждый раз. Вот это все надо положить ну не все, но примерно половину. Иттерашай. Сейчас у нас перерыв, обед. Обед у нас, в принципе, большой такой, час, с 10:30 до 11:30. Поэтому я иду себе купить какой-нибудь салатик с собой. И, ребята, у меня такие огромные впечатления вообще о школе. Первое — это то, что мы будем учить, а второе — это именно об учителе. Учитель настолько классная, ну ей где-то лет 40, но самое главное то, что она такая открытая. Я никогда не видела, чтобы японцы, ну вообще рассказывали о своей жизни. Никогда не видела японцев, которые, ну тем более женщин, которые в обществе рассказывали о своей личной жизни, ну тем более в школе, там перед учениками. Она прям рассказала, как она пришла к косметологии, рассказала, как она развелась, как ее муж таскал за волосы. Она была просто домохозяйкой, и у нее было такое состояние, что она уже думала либо его задушить, либо себя, в общем. У нее 2 девочек, а он хотел именно мальчика, и он ее за это ненавидел. И в итоге
когда ей был 31 год, она развелась, после этого стала учителем и еще создала свой салон. А еще она такая, она вообще какая-то не японка, у нее такой очень высокий духовный рост, или как сказать, база на русском. Она как моя мама, она рассказывает о косметологии, ну на самом деле там очень много факторов, и, например, соприкосновений, как это важно. Вообще в плане психологии, энергии, даже, например, не только чтобы получение процедуры, это еще обмен энергией. Это не только вот кожа на поверхности, ну понятно, изнутри мы будем изучать диетологию, а также очень много психологических факторов, например, цвета даже, музыка, запахи, вот ароматерапия будет входить, а самое главное психология. Ну, в плане психологии, например, даже цвета в Японии, она сказала, почему в гинекологии, когда вы заходите, всегда все розовое? Потому что это цвет гормона, и он повышает гормон, ну, то есть улучшает за счет восприятия розового цвета. Ну и, например, как я позже расскажу, отношение к самой работе на психологическом. Вообще косметология в Японии это настолько круто. Вот сегодня мы прошли 4 урока. У нас сначала 4 урока устного, то есть мы изучаем темы, а потом после обеда с 12:30 до 5 у нас практика именно там. Ну там на 3 вида делятся, есть даже косметология медицинская, то есть когда люди там умирают, онкология, как это косметология в плане массажа или даже какой-то терапии. Просто руки кремом мазать, но как это мазать? Оно снимает стресс и уменьшает боли, например, поднимает настроение. Ну, очень много факторов. Я просто в таком шоке, и я настолько воодушевлена. В общем, я возвращаюсь, мне нужно поесть и, может быть, как-то показать себя в плане общества перед девочками. Все девочки молодые, 19, 20, 23. Пару девушек только, одна 35 и одна 44 года, и я тоже 35. Через пару недель у меня день рождения, у меня юбилей. И вообще учитель рассказывала о том, как она, ну, вообще очень душевно связана со мной и с моей мамой. Она еще рассказывала о том, что как вообще жизнь меняется, как все приходит на свои места. И даже косметология, она появилась ну, более недавно, когда в 70-е, 80-е годы мы просто выживали. Мы жили для того, чтобы выживать. А сейчас мы живем, чтобы не существовать, а именно жить, проживать жизнь. И как жизнь меняется в сфере нашего роста. Нет, ну реально не круто, насколько учитель не японский, а прям вот наш родной такой. Я так рада. Так, я возвращаюсь, в общем, в школу. Так, ароматерапияも勉強できる、ダイエット勉強できる、科学もできる、フェイスケアとボディケア全部勉強できるから。そう。いいじゃん。ビューティーアップグレード。Так, в общем, это было круто. Ну, в принципе, не так было много человек 50, наверное, в группе. Но я была одна иностранка. Ну, может быть, пару были Китай или Корея вроде. Но таких, как я, англо- или русскоязычных, никого не было. Мы сейчас тоже идем отметить мое поступление в школу мороженым. У нас сакура вся уже опала, поэтому десертов сакуры уже не осталось, но я нашла один шоп, магазин, где такое красивое мороженое, прям сакура из красной бывает. Я хочу, чтобы тоже